Приветствую вас, дорогие рукодельницы, и добро пожаловать во вторую часть нашего подробного видеокурса по вязанию очаровательного сиамского котика брелка. Если вы подготовили материалы после первой части, умнички, сегодня мы наконец-то берем крючок в руки и начинаем творить. Но прежде чем мы начнем, хочу сделать небольшое, но важное дополнение к обзору материалов из первой части. В спешке я забыла упомянуть, что для финишного штриха, аккуратного вышивания носика, нам понадобится немного черной пряжи. Я использую ту же пряжу Yarn Art Etamin, цвет номер 422. Обязательно добавьте этот цвет в свой список. Итак, готовы? В этой части мы освоим вязание 4 лапок, а также свяжем хвостик и ушки для нашего маленького друга. Мы будем вязать методом галочки, то есть нить мы будем поддевать крючком снизу. А для тех, кому нравится размер побольше, у меня есть сюрприз. В конце этого видео я покажу вам котика, которого связала по этой же схеме, но уже более толстой пряжей и большим крючком. Так что смотрите до конца. Ну что, приступаем. Начнем мы с вязания задних лапок. Я начинаю пряжей коричневого цвета. Складываю ниточку вот таким способом, делая кольцо. И вяжем первый ряд 6 столбиков без накида, кольцо амигуруми. Петля подъема, первый столбик, второй, третий. Обратите внимание, ниточку я подхватываю снизу, четвертый, пятый, шестой. Теперь стягиваем кольцо и ставлю маркер для обозначения начала ряда. Мы провязали первый ряд, у нас 6 петелек, второй ряд 6 прибавок. Начиная с первой петли вяжем первая прибавка, вторая прибавка. И так продолжаем в каждую петельку. Заканчиваем ряд, шестая прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 12 петелек. Теперь с 3 по 5 ряд включительно вяжем по кругу каждый ряд 12 столбиков без накида, без убавок, без прибавок, просто по кругу. 1, в каждую петельку провязываем столбик без накида, 2, 3, заканчиваем ряд, 11, 12. Это мы провязали третий ряд. Точно так повторяем 4 и 5 ряды. Довязала 5 ряд, следующий 6 ряд. 3 убавки. Убавки я делаю только за передние полупетли. Вот подхватываю одну полупетельку и вторую. Первая убавка, вторая убавка, и третья убавка.
И до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 ряд, у нас получается 9 петелек по кругу. И теперь 7 ряд вяжем 9 столбиков без накида. Провязала 7 ряд. Теперь делаю соединительный столбик в следующую петельку и отрезаю. Точно так же вяжем вторую деталь. Готово. Сейчас будем присоединять пряжу молочного цвета. Я ввожу крючок в первую петельку после соединительного столбика. Вот соединительный столбик последний. Я ввожу крючок в петлю перед ним. Вытягиваю петельку. И первый столбик я буду провязывать вот в петлю предыдущего ряда, отмеченную маркером. То есть, по сути, мы продолжаем с первой петли. Вот эти 2 хвостика я вяжу, чтобы закрепить. Вот первый столбик. Да, 8 ряд мы вяжем 9 столбиков без накида. Второй столбик. Третий. Вот остатки я достаточно закрепила. Убираю их в сторону. И продолжаю. 4, 5, 6, 7, 8. И 9 столбик я провязываю в петлю, из которой мы начинали, из которой мы вытягивали вот эту петельку молочного цвета. Вот 9. Сейчас вот эти хвостики я подтяну. И вот так присоединили ниточку. Теперь наполним холофайбером. Я наполняю не очень плотно, просто чтобы придать форму. Вот так. Следующий 9 ряд. С первой петельки вяжем 1 столбик без накида, 3 прибавки, первая прибавка, вторая прибавка и третья
прибавка. До конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 9 ряд. У нас получается 12 петелек по кругу. И теперь с 10 по 13 ряд включительно провяжем самостоятельно каждый ряд по 12 столбиков без накида. Просто по кругу. Провязала. Теперь наполняю холофайбером. Тоже просто, чтобы придать форму. Вот так получается. И вяжем теперь последний 14 ряд 6 убавок. Все убавки за передние полупетельки. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. И так повторяем еще 3 раза до конца ряда. Провязала. Теперь делаю соединительный столбик. И оставляю длинный хвостик для того, чтобы потом пришить лапку. Также сейчас необходимо будет стянуть отверстие. За передние полупетельки вот таким образом. Через них просто вытягиваю ниточку. 1, 2, 3, 4 и так дальше через все полупетельки. Теперь просто стягиваю. И вот так аккуратно получается. Задняя лапка готова. Точно так вяжем вторую. Я связала 2 задние лапки. Вот так они выглядят. Сейчас свяжем передние. Первый ряд. 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми. Петля подъема. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо и ставлю маркер для обозначения начала ряда. Провязали первый ряд, у нас 6 петелек. Второй ряд, 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. С первой петельки остаток я тоже ввязываю, чтобы закрепить. 1 столбик. Первая. Прибавка. Дальше второй столбик, вторая,
прибавка, третий столбик, третья прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 9 петелек. Теперь с 3 по 5 ряд включительно вяжем каждый ряд по 9 столбиков без накида. Провяжем самостоятельно. Довязала 5 ряд. Теперь делаю соединительный столбик и отрезаю. Точно так вяжем вторую деталь. Связала. Сейчас будем присоединять пряжу молочного цвета. Ввожу крючок также в первую петельку после соединительного столбика, точно так, как мы делали на задних лапках. Вытягиваю петельку и в этой же петле буду заканчивать, из которой вытягиваю. Остатки ввязываю. С 6 по 12 ряд необходимо будет провязать 9 столбиков без накида каждый ряд. Вот первый столбик я делаю там, где был маркер. 1, 2, 3, довязываю ряд, 7, 8 и вот в эту петельку, откуда вытягивали молочную, 9. Это мы провязали 6 ряд, и теперь с 7 по 12 вяжем включительно каждый ряд по 9 столбиков без накида. Вот, начиная с первой петельки. Провязываем. Свяжем самостоятельно. Провязала. Теперь наполним холофайбером. Вот так. И теперь продолжаем. Провяжем последний ряд, 13, 4 убавки. За передние полупетельки. Первая убавка, вторая убавка, третья убавка и четвертая убавка. И один столбик без накида. Оставляю ниточку для пришивания. Теперь маркер убираю. И вот это отверстие стягиваем точно так же, как делали на ножке. Стянула. Теперь точно так вяжем вторую лапку. Передние лапки готовы. Вот покажу все вместе. Сейчас свяжем хвост. Пряжей темно-коричневого цвета вяжем. Первый ряд 6 столбиков без накида, кольцо амигуруми, петля подъема и продолжаем. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Стягиваем. Ставлю маркер. Теперь со 2 по 15 ряд включительно вяжем каждый ряд по 6 столбиков без накида, начиная с первой петельки. 1, 2 и так дальше, просто по кругу. Встретимся, когда провяжем 15 ряд. Провязала 15 ряд и последний 16 ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 3 раза. 1 столбик, первая, прибавка, второй столбик, вторая, прибавка и третий столбик, третья, прибавка. Теперь соединительный столбик и отрезаем ниточку, оставляя для пришивания. Маркер убираю. Холофайбером хвостик я не наполняю. Сейчас свяжем ушки. Также пряжа темно-коричневого цвета. Первый ряд 3 столбика без накида, кольцо амигуруми. Петля подъема. Первый столбик. Второй. И третий. Стягиваем. Ставлю маркер для обозначения начала ряда. Провязали первый ряд, у нас 3 петельки получается. Теперь с первой петельки, вот она, вяжем второй ряд, 3 прибавки. Остаток вот этот я ввязываю. Первая, прибавка, в следующую петельку, вторая, прибавка и в последнюю третья, прибавка. Теперь, чтобы удобно было продолжать вязать, выворачиваю. Вот так. И будем вязать третий ряд. Вот с первой петельки вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 3 раза. Первый столбик, первая, прибавка, второй столбик, вторая, прибавка и третий столбик, последняя, третья прибавка.
Провязали третий ряд, у нас получается 9 петелек. И последний четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, первая, прибавка, 1, 2, вторая, прибавка, 1, 2, последняя третья, прибавка. Провязали четвертый ряд, у нас получается 12 петелек. Теперь делаем соединительный столбик и оставляем ниточку для пришивания. Вот такое ушко получилось. Вяжем второе. Вот я связала ушки. На этом наша вторая часть подошла к концу. Посмотрите, сколько деталей уже готово. У нас есть передние и задние лапки, хвостик и ушки. В следующей части мы с вами продолжим. А теперь обещанный сюрприз. Вот этот котик связан по той же схеме, но из более толстой пряжи. Видите, как просто? Меняя толщину нити и размер крючка, вы можете получить игрушку совершенно другого размера. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь писать их в комментариях. Также, чтобы не пропустить выход третьей части, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. И, конечно, не забывайте, что спонсоры канала получают доступ к видеокурсам раньше всех и имеют дополнительные бонусы. Спасибо, что вязали вместе со мной. До встречи в следующей части. Желаю вдохновения и хорошего настроения. Пока-пока!